блюдо всех славянских народов. Фантастика – это классика. Борщ московский, борщ украинский, борщ казачий. Готовим борщ. Привет, друзья! Вы на канале Старина Сэм, и с вами я, Алексей Семкин. Я обнаружил, что у нас на канале довольно мало первых блюд. И вроде бы есть определенное разнообразие, но самое главное блюдо всех славянских народов на нашем канале до сих пор не освещено. Я решил немедленно исправить эту негативную ситуацию. Сегодня готовим борщ. Борщ по-казачьи. Что это такое? Сегодня я вам об этом подробненько расскажу. Существует два самых популярных борща. Первое – борщ украинский. Ну, конечно, это фантастика, это классика. Есть еще борщ московский. Это сплошная свекла. Я его даже скорее готов свекольником назвать, чем борщ. Но он имеет место быть. На средней полосе это довольно популярное блюдо. Борщ казачий – это преимущественно блюдо юга России. Как его готовить? Это потрясающее блюдо, и как его подать особенно, мы сегодня с вами рассмотрим. Основой казачьего борща является говяжий бульон. Я его готовлю из говяжьей грудинки. Здесь все просто. Примерно 3 литра воды, около 700 грамм грудинки, морковь и луковица. Как обычно, я добавляю десяток зерен кориандра и пару зерен душистого перца. Ингредиенты я намеренно расставил по правую и левую руку. С левой стороны мы видим все ингредиенты для зажарки. Главный ингредиент — это, конечно же, томат. На 3-литровую кастрюлю я использую 0,7 литра этого волшебного ингредиента. В казачьем борще также стандартно присутствует морковь, небольшая свекла, 2 луковицы. А теперь то, что отличает этот рецепт от всех прочих, это наличие болгарского перца. Причем для зимнего времени вы можете использовать заготовки перца замороженные, которые вы сами смогли бы приготовить, пока перца полно. По своему желанию вы можете использовать обычный перец, сладкий и, конечно, немножко острого. Ингредиент, который делает борщ борщом – капуста. Так как это у нас все-таки не картофельный суп, 5-6 картофелин среднего размера будет более чем достаточно на этот объем бульона. Чеснок и зелень добавят нашему блюду восхитительный яркий аромат и вкус. Если у вас уже готов бульон, вам потребуется в пределах 40 минут для того, чтобы полностью приготовить борщ, включая заготовки. Сейчас мы к ним и приступим. Первонаперво я извлеку мясо и порежу его на порционные кусочки. И вернем это обратно в бульон. Вареный лук и морковь мне уже не понадобятся. Лишний жир мы также отрежем, извлечем косточки, а красивые кусочки мяса будут отличным дополнением каждой порции. Бульон доведем до кипения и будем постепенно отправлять в него ингредиенты. Пока наш бульон закипает, в первую очередь я подготовлю картофель. Режу его кубиком. Картофеля не должно быть слишком много, потому как борщ — это все-таки первое блюдо, содержащее преимущественно капусту. Теперь лук. Я порежу его тоже довольно мелким кубиком, но не фатально мелким. На 3-литровую кастрюлю у нас пойдет либо 1 крупная луковица, либо 2 небольшие. Морковь темно-крупной терки. 2, наверное, будет много, я задействую 1,5. Свеклу также трем на крупной терке. Порежем сладкий перец для зажарки. Это точно сладкий перец, пусть вас не смущает его форма. Он похож на острый, но на самом деле не такой он острый. Он по вкусу точности болгарский перец. Бульон закипел, отправляем туда картофель. И пока он варится, будем готовить зажарку. Теперь самая ответственная часть всего борща – зажарка. Именно от нее зависит финальный вкус. Последовательно обжариваем овощи. Лук слегка пассируем. Морковь. Я думаю, что сразу можно отправить свеклу. Перемешиваем. Я добавлю зеленого замороженного перца, который у меня был, и свежего красного перца. Свекла активно окрашивает у нас все остальные овощи.
Сейчас мы добавим томат. Это изрядный объем, 0,7 литра, но зато позволит этот томатец придать нашему борщу насыщенный вкус, чтобы не только свекла в нем присутствовала, но и прекрасный кисловатый томат. Наша задача в процессе приготовления зажарки выровнять ее по сахару и соли. Кислоты, как правило, хватает в томате. Если вдруг вам не хватило кислоты, можно добавить немного лимонного сока. Пока зажарка шкварчит на сковородке, я тем временем порежу капусту для борща. Сильно тонко резать не стоит. Все-таки должна капуста сживаться. Ну вот теперь, я думаю, будет достаточно. Я обычно вот толстые такие стебли я убираю. Когда они попадаются в тарелки, как-то не очень. Мне не нравится. Тем временем зажарка приготовилась, я выровнял ее по вкусу, сделал ее слегка пересоленной, слегка переслащенной, с кислотой никак не боролся, оставил первоначальный вкус томата. Я поменяю местами сковородку и кастрюлю. Чтобы не устроить здесь катастрофу на плите, я, наверное, все-таки немножко бульона отолью. Сейчас мне необходимо будет положить капусту. Капуста займет какой-то объем. Свежая капуста в борще готовится примерно 10 минут. Доведу до кипения и оставлю на 10 минут. Друзья, прошло 7 минут. Я добавлю лавровый лист, чеснок, выдавлю сюда. Пришлось ее даже пополам разделить, чтобы она поместилась в чеснокодавку. В это же самое время я положу острый перец. Семечки я извлек, я положу его ненадолго, чтобы не сделать слишком острым. Ну и, конечно, зелень. Ее надо проварить, чтобы борщ не забродил. Все, буквально провариваем 3 минутки. И борщ готов. 3 минутки прошло, я перец достаю. Боюсь, что кроме меня тогда никто его не будет есть. Я люблю острое, но умеренно. Хорошенько перемешаем. И нужно будет оставить этот борщ постоять еще хотя бы минут 30-40, чтобы он настоялся. Есть даже анекдот на эту тему. Борщ будешь? Вчерашний. Буду. Сегодня сварим, завтра приходи. Поэтому, руководствуясь этим принципом, нужно обязательно борщу дать настояться. Некоторые даже предпочитают борщ кушать на следующий день после приготовления. Полчаса прошло. Я думаю, что это минимальное время, которое требуется для настаивания борща, чтобы его можно было подавать. Вот такая красота. Но перед тем, как мы его отведаем, я предлагаю оформить подачу. Подача эта будет примерно такая. Сало фирмы Adidas. Почему Adidas? Видите, 3 мясные прослойки. 1, 2, 3. Это очень важно. С другим салом не пойдет. Шутка. Для любителей капельку горчички. Обязательно лучок. Это для всех. А также чеснок. Вот такую тарелочку я рекомендую всегда ставить на стол, когда в вашей семье подается борщ. Ну и, конечно, какой же борщ без сметаны? Домашний желательно. У меня хорошие домашние сливочки. Прекрасно. Борщ довольно густой, но, собственно, достаточно и жидкости. Обязательно, чтобы был кусочек мяса. Это просто обязательно. Картошечка и юшка. Добавлю пару ложечек сметанки для полноты вкуса. Порция восхитительного казачьего борща у меня в руках. Не осталось только ее продегустировать. Аромат волшебнейший стоит. Я сейчас перемешаю сметанку и начну. Ну, ребята, это что-то. Вот это вкуснотень. Какое же счастье. У меня сегодня просто какой-то волшебный день. Рука не дрогнула. Все получилось просто на 5. Очень горячее. Едва держу, если честно. Но это восхитительное блюдо. И если вы помните, что у меня еще есть вот такая вот тарелочка. Помните, да? И даже хочется очень сказать... А не хлопнуть ли нам примашки? Заметьте, не я это сказал. Друзья мои, блюдо удалось. Я вам рекомендую его обязательно приготовить. Оформить вот такую вот подачу. Я думаю, что хозяйку, либо хозяина, того, кто это будет готовить, будут хвалить, нахваливать. Ой-ой-ой. Ну и надо не забыть, для чего формировалась эта тарелочка.
Если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Если у вас еще нет нашей подписки, оформите ее, пожалуйста. И не забудьте нажать колокольчик. Всем благодарны искренне, с огромным низким поклоном к тем людям, кто рекомендует наши видео хорошим людям. А с вами был я, Алексей Семкин, на канале Старина Сэм.